पापरोगादिग्रस्तानां प्रजानां आर्तिनाशकम् धन्वन्तरि समं वैद्यं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णार्यतनुजातं धन्वन्तरि समप्रभं वराहमिहिराचार्यं सर्वरोगहरं भजे। Vasudeva. Vasudeva. Good morning. Доброе утро. So we'll continue with our study of life-saving remedies. Продолжаем изучение препаратов, которые спасают жизнь. So today we talk something about the homeopathic remedy called opium. Сегодня мы поговорим про препарат опиум. In generally, there are two extreme conditions in opium. У опиума две такие крайние ситуации. One is very sensible and too much active. Первое это когда он становится очень чувствительным и слишком активным. And the second condition is senseless and very delirious, unconscious state. А второе состояние это когда он становится совершенно бесчувственным, практически без сознания. His senses are too much reactive or not reactive at all. То есть Condition of opium. Состояние опиума это когда он либо слишком, его чувства слишком активны, либо они абсолютно не работают, бесчувственный. So in these alarming conditions, the presentation will be as follows. И в таких вот опасных для жизни ситуациях проявления будут следующие. In critical conditions, the opium presents the symptoms as follows. В критических ситуациях он такие показывает проявления. Can you hear me, Liza? Yes, I can hear, but I think my internet is slower than you are telling, than you are talking. Now I cannot hear you. У них проблемы там со связью, они отключились, видимо, сейчас перезапустят конференцию. Да? А мне кажется, что это у меня проблемы со связью. Нет, это у них тут написано, у кого проблемы со связью, можно увидеть. Да? Ладно, хорошо. Ну, то есть вы тоже слушали его с опозданием, да? Да. Нет, у меня было хорошо. То есть у тебя картинка не запаздывала? А картинка, да, я не смотрела на картинку. Я слушала и записывала. Потому что я видела, как он шевелил губами, ну, в смысле, картинка застывала, а звук слышала. Но, видимо, с запаздыванием, потому что он... Вот он зашел. Vasudeva. Vasudeva. Okay. So the symptoms of opium in critical conditions or dangerous conditions will be as follows.
Итак, в опасных для жизни ситуациях проявление опиума будет следующее. So the patient will be in comatose condition. Человек будет в коматозном состоянии. His consciousness is very, very low, very delirious. У него сознание почти отсутствует, он бредит. And if you see the pulse, it is bouncing and full pulse, you can observe. А если пощупать по пульс, то он будет очень полным. Because generally in conditions where the patient is very weak, when you see the pulse, it will be feeble. But in opium, when you see the pulse, it is bouncing pulse and full pulse. Bouncing, what it is, I don't understand this. Strong pulse, Okay. not feeble. Yeah, very pronounced. Okay. И есть один очень особенный симптом. Дело в том, что когда человек так себя слабо чувствует, у него обычно очень слабый пульс, но в этом случае, в случае опиума, при его слабом самочувствии, полубесчувственности, у него будет очень сильный выраженный пульс, очень полный. And the body temperature will be little high than normal. Температура чуть выше, чем обычно. And the most important thing is there will be sweats on his head and they are warm. Head is warm. The sweats coming from out of head are warm when you observe. Sweat. It is warm. Warm sweat. Yes. Okay. И у него голова очень сильно потеет, и пот такой горячий пот. When in that is difference between Merxal there will be cold sweat. In opium it will be warm sweat. Это различающий симптом, потому что с меркурием солюбилисом, потому что у меркурия солюбилиса очень холодный пот, а у опиума горячий пот. And here in these conditions, even you pinch hard, there is no reaction from the patient. Yes. И в этом состоянии опиума, если вы человека ущипнете, ну, значительно, сильно ущипнете, у него не будет никакой реакции, он вообще не заметит. And if you ask any questions, he gives incoherent answers. Incoherent. Which have no relation to your question. He says something else. Yes, okay. Если вы его о чем-то спросите, он будет вам отвечать не впопад, вообще не о том, о чем вы спрашиваете. For example, if you ask, how are you? Then he says, oh, I will eat idli, like that. Если, например, вы его спрашиваете, как ты себя чувствуешь, он скажет, ой, я сейчас буду идли есть. Ну, то есть, в огороде бузина, в Киеве дядьки. So in these conditions, if you observe the patient, you have to administer opium 1000, not less than 1000. И если вы увидите такое состояние у человека, тогда нужно дать ему опиум 1000, не меньше, не ниже разведения. If you give opium 30 or 200, there will be no response. Потому что если вы дадите 30-ку или 200-ку, не будет никакого ответа. And in severe condition, you have to observe and you can repeat it after 6 hours. И в таких суровых случаях, в очень серьезных случаях, вы должны наблюдать за пациентом, и, может быть, через 6 часов нужно будет повторить эту тысячную. Also, this condition appears in head injuries, cerebral fevers. Такие ситуации мы можем видеть при каких-то травмах головы или при менингите. In cases of head injuries, there will be a kind of shock. При головных травмах может быть у человека шок.
And then there will be, due to this shock, there will be bleeding in the head. И bleeding in the head, inside the head. Because yeah, there is some accident. First there will be shock and then bleeding follows. И в таких случаях, когда человек переносит очень сильный шок, возможно кровотечение внутричерепное в голове. But if there is immediate bleeding and clot, then you can directly administer natrum salt. Но если сразу начинается с кровоизлияния или кровотечения внутричерепного, тогда нужно натрий сульфурикум давать. So here there will be a kind of fear to him and he will be locked. His consciousness is totally, completely blocked at that stage. И его сознание, оно вот так вот теряется из-за того, что он перенес какой-то большой очень страх. So in these conditions, arnica is also indicated. В таких ситуациях арника тоже хороший препарат. In head injuries, if there is intense fear, В тех случаях, когда была травма головного мозга, и у человека очень сильный страх. delirium. Бред. But there is a little difference in delirium of arnica and delirium opium. Но есть разница между бредом у арники и у опиума. When you see on bedside, both the patients are in stuporous condition, both the patients will be moaning, both the patients will have fever and headache. Если вы посмотрите, эти пациенты будут очень похожи. Оба в ступорозном состоянии, у обоих небольшая там температура, они стонут, у них головная боль. But when you ask question to opium patient, he gives unconnected answers. Но And если when you ask Но если вы спрашиваете у пациента опиума что-то, то он вам дает ответы не впопад, то есть вообще не связанные с вашими вопросами. give correct answer and again he goes into stuporous condition. А если вы спросите о чем-то арнику, он быстро придет в себя, ответит вам очень точно на ваш вопрос и немедленно снова отправится в бессознательное состояние. Выключается. If you ask what is your name, then he will say, yeah, my name is Anant, and then he goes into stupor. But if you ask a question to opium patient, he will give some unconnected answers. То есть, если вы спросите, как тебя зовут, то пациент арники, он соберется и скажет, что его зовут. Ананта, допустим, если мы спрашиваем. А если спросите пациента опиума, то он вам ответит что-нибудь, не относящееся к его имени. So generally in acute condition, when the shock is predominant than the physical symptoms, it is always better to give a dose of aconite. А еще в таких случаях, когда у человека происходит шоковое состояние, и психическое состояние доминирует, но над физическими симптомами, тогда еще хорошо дать аконит. Может быть дать аконит. When we were studying in college, there is a little incident. Когда мы учились в колледже, у нас был такой случай. A little calf was chased by a bull. За одним маленьким теленком гнался бык. And then the calf was fell down in drainage. И теленок оступился, упал в дренажную канаву. And somehow people get it out, but it was full. Но люди как-то его вытащили, но у него тело было отвердевшее. And there are staring looks, staring. И он, глаза у него пялились, широко открыты были, и видно было, что он ничего не видит, просто пялится.
It was not blinking her eyes. Он не моргал вообще. And then we administered Aconite 200. И мы дали ему аконит 200. Then within 10 minutes, it was standing and running again. И в течение 10 минут он встал на ножки и побежал опять. So due to this shock, if there is intense shock, immediately within, if you know, within 24 hours, you can directly give Aconite. It will be most useful. То есть у человеку в состоянии сильного шока, если он был недавно, в течение 24 часов первых, давайте ему аконит. Because if it is more than 24 hours, then you have to think something else. Потому что если нужно будет думать уже о другом препарате. So in such cases, after Aconite, depending upon the condition, you can see whether the patient comes in opium or arnica or some other remedy. И в таких случаях, если вот у него был шок, и в первые 24 часа ему не дали аконит, то дальше нужно смотреть на опиум или арнику, или подбирать любой другой препарат, кроме аконита. So in any condition, due to any condition, if the patient goes in this comatose condition, in coma, without any response and not answering the questions and the hot sweats, then opium, when you administer it, then it will bring back the patient to senses. Ну, то есть во всех вот таких случаях, когда человек претерпел какое-то состояние шоковое, если у него горячий пот и ступорозное состояние, коматозное, если вы ему дадите опиум, то он придет в себя и ему будет хорошо. There is another remedy with these hot sweats. Есть еще один препарат, которому свойствен горячий пот, теплый пот. Patient will be presented with intense diarrhea, watery stools. И у этого человека будет диарея, и стул такой водянистый. And the patient becomes weak, feeble, and then with these hot sweats. И он очень будет слабым, и у него будет вот такой вот теплый горячий пот. Then you have to administer a dose of veratrum album. И в таких случаях ему поможет доза veratrum album. So, and also this, after when there is fresh blood bleeding from the orifices, then also you can administer opium. Опиум можно также назначать в случаях, когда идет свежее кровотечение из разных отверстий тела. It does not stop at И не all. может остановиться. And sometimes there will be bleeding and there are no symptoms, no associated symptoms. No burning, no pain. Иногда бывает, что идет только кровотечение, никаких ассоциированных симптомов нет, не болей, там ничего. And in such conditions, you can try opium. В таких случаях можно попробовать опиум тоже. Because if there is some burning or something else, you can administer phosphorus, belladonna, other symptoms, other remedies. But if there is the sensory system of the person is completely down, then the opium will be the remedy. Потому что обычно при кровотечениях, если присутствуют какие-то другие еще симптомы, ну, например, жжение, то можно будет, то скорее будет показан фосфор там или белладонна, а у
у человека, когда нет никаких других симптомов, кроме кровотечения, тогда мы ему можем дать опиум. Ему он может помочь. Also, when the patient will come presents us after heavy dosage of drugs, Pardon? heavy usage of drugs, yeah. I couldn't understand. If the patient, if the patient comes to us in such condition, and this is due to heavy dosage of yes. drugs like hashish, etc., then also opium will save. И также опиум хорошо помогает в случаях, когда человек к нам поступил из-за избыточного употребления лекарств, ну, когда он слишком большую дозу лекарств принял. So, there are some important points about belladonna in pregnant women. Suddenly in pregnant women, there will be bleeding. Есть очень важный момент, который стоит упомянуть в отношении беременных женщин и белладонны. Часто проблемой беременных является кровотечение. During pregnancy, there will be repeated bleeding of fresh blood, red blood. Так, ну, например, во время беременности у женщины развиваются частые кровотечения яркой кровью. Then if you give belladonna 201 dose, immediately it will stop. И в таких случаях, если вы дадите белладону 200, это кровотечение немедленно остановится. So in threatened abortions, we have remedies like we have to remember Sabina, Sepia, Syphilinum. Мы помним, что при угрозе выкидыша мы даем такие препараты, как Сабина, Сепия, Сифилинум. In belladonna women, generally the abortions, these habitual abortions will be during second and third months of pregnancy. Но белладона будет показана, если угроза выкидыша наступает на втором или на третьем месяце. Because sometimes you will get ladies and they will say that every time when I got pregnancy, during second or third month there will be abortion, and this repeats every time. Then before the second month, if you give a dose of belladonna, then it will be prevented. Речь идет о тех женщинах, у которых были повторяющиеся аборты на втором-третьем месяце, и если она рассказывает вам такую историю, и перед наступлением второго месяца вы ей дадите вот такую белладону 200, тогда, скорее всего, вы предотвратите этот аборт, выкидыш. And in Sepia, generally the period will be 6th to 7th month. У сепии вот эти кровотечения наступают обычно на 6-м или 7-м месяце, когда сепия показана. And in Sabina, during 7th month, repeatedly there will be abortions. Сабина это обычно 7-й месяц и как бы, ну вот, повторяющиеся кровотечения, и, может быть, в предыдущей истории тоже повторяющиеся выкидыши именно на 7-м месяце. Generally, in these repeated abortions, intercurrently, if you give syphilinum in your treatment, then these conditions will be permanently solved. Вообще у женщин с повторяющимися выкидышами, если вы им дадите, ну вот между беременностями сифилином, то эта проблема будет решена. Сифилином 1М, Ананто? Yes, 1M. Сифилином 1М нужно дать при истории повторяющихся. Because a lady came to master and she had abortions for more than 9 times. Однажды к мастеру обратилась женщина, у которой было уже 9 выкидышей до того, как... Every time it is in 7th month.
И каждый раз этот выкидыш случался на 7-м месяце. And the layer, the inner layer of uterus was damaged due to these repeated abortions. И внутренняя выстилка матки была уже нарушена из-за постоянных вот этих вот выкидышей. And doctors told her that it is very dangerous to get pregnant and it will be dangerous to her life. И доктора сказали, что ей больше нельзя беременеть, потому что это будет очень опасно для ее жизни. She was too much жизни. depressed and approached Master Ike. И тогда она впала в большую депрессию, пришла к мастеру Икей. Then he administered syphilinum 10,000. И он прописал ей сифилином 10 тысяч. Only one dose. Одну дозу только. No supporting remedies at all. И никаких там вспомогательных препаратов. Then after that, she had 3 pregnancies and 3 are normal deliveries. И после этого она трижды еще беременела и 3 детей родила. So this tendency to habitual abortions is very predominant in syphilinum. Тенденция к повторяющимся выкидышам, она очень характерна для сифилинума. And in cases of prolapse of uterus after delivery. Еще бывают случаи пролапса матки после родов, выпадения матки. You have to remember hypericum, carbo, vegetables. И для этих случаев нам нужно запомнить препараты гиперикум или карбо вегетабилис, Causticum, sepia. каустикум, сепия. And then during pregnancy, do you remember which medicines we should not give? И вы помните, какой препарат во время беременности нельзя давать? Which medicines? Какой препарат? Кто-нибудь ответит? Какие препараты? Silesia, heparsulf. Нельзя давать силицию или гепарсульф, Palestilla, China, пульсатилу или хину, Noxvomica. и нуксвомику. These we should not give when the lady is pregnant. Все это нельзя давать, когда женщина беременна. But China, sometimes when it is too much needed, we can use, but much experience should be there to administer China, to observe the conditions. I'm sorry about, can you repeat? You can administer sometimes when it is inevitable, you can administer China, but you should have much experience how to give and when to give. Но хину очень редко можно назначать при беременности, но вы должны быть очень опытным гомеопатом и знать, когда и как давать это. And in cases of any animal or insect bite, you should never give arnica. И вы должны помнить, что при всяких укусах насекомых нельзя давать арнику. Also in dogs bites, yeah? Yes. In any animal or insect bites. И других животных. Короче, животных и насекомых. При укусах нельзя давать арнику. And in cases of tuberculosis, you should not give sulfur, phosphorus, silesia, heparsulf. И в случаях туберкулеза нельзя давать фосфор, силицию, гепарсульф, фосфор, силиция, гепарсульф and Sulfur. И сульфур. Sulfur. И сульфур нельзя давать при Even the symptoms indicate these remedies, you should never give. Даже если все симптомы указывают именно на эти препараты нельзя давать при туберкулезе. It is only in fresh tuberculosis or if in history tuberculosis. No. When the tuberculosis is active in body, you should not give these remedies. Только при активном туберкулезе, когда сейчас вот туберкулез лечим, лечить вот этими препаратами нельзя.
Okay, then we move on to our next life-saving remedy. Сейчас мы переходим к следующим препаратам неотложной помощи. Carbo vegetables. Carbo vegetables. So when you see the carbo veg patient, his body is cold to touch. Пациент Carbo vegetables, у него очень холодное тело, если вы к нему прикоснетесь. And there is much dyspnea. И одышка. Dyspnea and? Dyspnea means there's difficulty in breathing. Yeah, You will have much difficulty. То есть трудности с дыханием. And then he craves for air. Ему нужен очень свежий воздух. Нужно, чтобы его обдувало. He wants fan from every direction possible. Ему хочется, чтобы у него прямо вокруг кровати стояло много фенов, чтобы со всех сторон на него дуло. Even though his body is cold, he needs much fanning. И это особенный признак, потому что, несмотря на то, что тело его совершенно холодное, ему нужно, чтобы на него дуло. There will be a tightness in abdomen. У него будет tightness, bloating, tightness in abdomen. То есть у него будет такой растянутый газами живот. There will be belchings. И будут отрыжки. And he will fall into unconscious state and come to conscious alternatingly. И будут чередоваться состояния, когда он в сознании и когда он теряет сознание. There will be only superficial breathing. Дыхание поверхностное. He cannot take deep breath. He will take only, because if he feels that if he give gap for inspiration, then he may die. There is like fear like that. И это поверхностное дыхание продиктовано его страхом за свою жизнь, потому что ему кажется, что если он перестанет вот так вот поверхностно часто дышать, тогда он умрет. И поэтому он не может сделать глубокого вдоха, у него такой вот поверхностный. Because here mostly the patient may die with this suffocation. They may die, or he just feels like that. He feels, and he may also die, because in dangerous conditions, the oxygen saturation is not enough for the body because of this only superficial respiration. Yeah. И этот человек, он чувствует, что может умереть от нехватки кислорода, и он действительно может умереть от нехватки кислорода, потому что при таком поверхностном дыхании сатурация снижается. And in this bronchial asthma, you can administer carbo vegetables 6C every 3 hours, 6 hourly, like that, depending upon the condition. И если такая картина развивается при бронхиальной астме, тогда вы можете давать carbo vegetables 30, you said, yeah? 6. 6. Ага. Тогда вы можете давать carbo vegetables 6C каждые 3 часа. And sometimes there will be conditions of cardiac asthma when the patient becomes very weak and he has this suffocation, air hunger. И бывает иногда, что при сердечной астме развивается такое состояние, когда у него будет, он будет очень слабый, и у него будет вот эта вот сильная одышка и желание свежего воздуха. And in such conditions, you should not give carbo veg. И в случаях такой вот сердечной астмы нельзя давать carbo vegetables. Не нужно давать carbo. Because the conditions like
which causes from this heart problems, cardiac problems, you should never give carbohydrates. А вообще при тех состояниях, которые возникают из-за сердечной недостаточности, из-за проблем с сердцем, не нужно никогда давать карбовегетабилис. You have to remember this. When the asthma Это is нужно запомнить. when the asthma comes from this cardiac side, you should not give carbohydrates. То есть нужно запомнить, что если астма происходит от сердечной недостаточности, то есть сердечная астма, тогда нельзя давать карбовегетабилис. In bronchial asthma, you can safely give carbohydrates and it will save the life. При бронхиальной астме вы можете легко давать карбовегетабилис, и он спасет жизнь человеку. So in cardiac cases, you should think of China, digitalis, laurocirrhosis, etc. А при сердечной астме нужно думать о таких препаратах, как хина, дигиталис, лауроцеразис. In cases of China, you can administer it in 6 hours, depending upon the condition. А хину можно назначать каждые 6 часов в зависимости от состояния человека. But when you give digitalis, you have to at least wait for 24 hours to repeat the remedy. Но если вы даете дигиталис, то нужно ждать как минимум 24 часа для того, чтобы дать следующую дозу. Because the action may start little bit slower, but if you administer one more dose, it may turn to dangerous. Потому что реакция может проявляться очень медленно, и если вы следующую дозу дадите, когда еще первая действует, тогда вы можете вызвать серьезную ситуацию. But in experience, I don't know, because one case was there, that patient called Bujji Master at midnight. Был случай, когда в полночь вызвали мастера, позвонили мастеру. With very acute pain in heart region. И там у пациента была очень сильная боль в области сердца. Pain is radiating through the left arm. И она отдавала в левую руку. There was dyspnea, fear. Одышка была, страх сильный. And aggravation from movement. Ухудшение от движения. Then immediately master told to administer digitalis 200 CH. И мастер назначил дигиталис 200. And then for 2 hours he was better. И в течение 2 часов пациентке стало лучше. Then again he started to get this pain. А потом у нее снова начались эти боли. Then he have given Cratagus mother tincture. И он стал ей тогда давать кратегус, материнскую тинктуру. And but within 2 or 3 hours the pain becomes unbearable. Но в течение 2-3 часов у нее боль стала совершенно невыносимой, непереносимой. Then he repeated digitalis 200. И тогда он повторил дигиталис 200. And then he was better for 6 hours. И ей было лучше в течение 6 часов. Again he started to get this pain. И снова начались эти же боли. But the symptoms are same. They did not change. Но симптомы не менялись, они оставались теми же самыми. Then he administered digitalis 1M. И тогда он дал дигиталис 1М. And then he was perfectly all right after 2 or 3 hours. Slowly he started his routine and he's okay. И через 2-3 часа она начала чувствовать себя очень хорошо и постепенно вернулась к нормальной жизни. Then he asked to
underwent a test for heart. И он попросил ее сдать ну, анализы и посмотреть на аппаратных исследованиях сердца. Then the persons who have investigated were wondered because they said that you have severe cardiac arrest symptoms, but how did you survive this? И люди, которые ее обследовали, доктора, они очень удивлялись, потому что они сказали, что у нее была серьезная проблема с сердцем, и они не понимают, как она сумела выжить. So in such conditions, very dangerous conditions, in experience you can repeat like this, but once you give digitalis, if the condition is not becoming worse, it is always better to wait at least for 24 hours. Ну вот такие вот чудесные излечения бывают, но все-таки, когда вы даете дигиталис, лучше ждать 24 часа, прежде чем дать следующую дозу. Ananto, can I ask a question? Yes. You said that we should repeat digitalis only after 24 hours, and immediately you gave example of master who gave 3 Yeah, times. that is the experience, because we have to be sure. Definitely it will act, then only we have to give, then only we can give. You mean only experienced one can act like this? And Yeah, we because if there is only mild aggravation of symptoms and the condition does not demand the medicine, if you administer in such cases, then your drug will lead him to the end of life. So you have to be careful while deciding. Окей. Я спросила такой вопрос, что вот Ананту сказал, что дигиталис можно повторять только через 24 часа, и сразу после этого дал пример мастера, который трижды за сутки, даже меньше, чем за сутки, там за 10 часов, трижды повторил дигиталис, причем еще и более высокую дозу дал. И попросила прокомментировать это. Ананта сказал, что имеется в виду, что если там у человека небольшое ухудшение, то есть нужно очень точно знать, что действительно ему показана вторая доза, потому что когда сильное ухудшение, и если вы на 100% не уверены, а у него лишь маленькое ухудшение временное, и вы дадите следующую дозу, когда предыдущая еще действует, тогда это может быть опасно для жизни человека. But in severe in my experience, there was a lady and she is very weak constitution with cardiac problem. На моей памяти был такой случай, когда была женщина с сердечными проблемами, она была очень слаба. And she was also on allopathic medication for this cardiac problem. И у нее еще до этого было лечение современной медицины, сердце она лечила. So once there was holy day and she made a fast on that day. И был какой-то праздник, ну вот, господи, религиозный, и она в этот день постилась. And then in that the following night, she developed this pain and radiating pain, palpitation, and air hunger. И после этого у нее развилась вот эта вот сердечная боль, которая там radiating into arm, you mean? Pains? Yes, pain in chest, pain in heart, air hunger, suffocation, sweats. То есть у нее развилось состояние, когда у нее была боли в сердце, одышка, ей хотелось свежего воздуха, пот, по-моему, да. Then I have given this digitalis 6CH. Я ей дал дигиталис 6C. Every half an hour. Каждые полчаса давал. One dose in 30 minutes. Одну дозу в 30 минут. Then after 2 hours, she said that she is feeling little better. Через 2 часа ей стало чуть-чуть получше. Then I asked her to take once in 2 hours.
Я попросила ее перейти на прием раз в час. So next day morning she called me and she said, still I am feeling much better now, but pain is still remaining. А на следующий день она позвонила и сказала, что ей лучше, но у нее боли еще продолжаются. Then I asked her to repeat once in 6 hours. Тогда я попросила ее повторять раз в 6 часов. Then next day she called me and she told, I'm feeling better, but the pain is not completely gone. It is still lingering. На следующий день она позвонила и сказала, что ей еще лучше, но все равно болит все те же. Then I have administered Digitalis 31 dose. И тогда я назначила ей Digitalis 30, одну дозу. And she got completely relief from pain, and also this dyspnea, ear hunger, everything was gone, and she was okay. И после этого она полностью поправилась. In such condition, if we are not confident enough to give in potency, you can try lower potency like 6 CH. If you give repeatedly, then it is more safe than to give in 30 or 200 potency. Я привел этот случай для того, чтобы показать, что когда вы не полностью уверены в случае, тогда лучше начать с совсем низких потенций, и их можно повторять часто, безопасно. И только когда вы уже будете уверены точно, что это тот препарат, тогда вы можете повышать потенцию, если нужно. Может, и на нескольких пройдет. If it is China, then you can safely give in 30 potency. But once the patient is in allopathic treatment for a heart problem, then it will be very dangerous. С хиной мы говорили, что очень безопасно сразу 30-ку давать. Вот. Но единственное, что со сердечниками вам нужно очень быть аккуратным, потому что мы помним, что нельзя давать после дигиталиса хину, и поэтому нужно быть уверенным, что человек не лечился современными аллопатическими средствами, которые обычно содержат дигиталис. In such condition, if the patient complains, there is a sensation as if something is there obstructing in the throat or throat pain, you can safely give lorocerasis. It will save. И мы вчера говорили о том, что в таких же состояниях, примерно с теми же симптомами, что у хины, но если в горле какая-то помеха чувствуется у пациента, тогда мы даем ему лорацеразис. Also, this carboveg is well indicated in conditions like food poisoning. Карбовек, он тоже очень хорош при пищевых отравлениях. So, in food poisoning, if there are vomitings and motions, then it is not so much indicated. But if there is bloating of abdomen with suffocation and breathlessness, then carboveg will relieve the case. Если при пищевых отравлениях понос и рвота, то карбовегетабилис не очень показан. Но если у человека постоянная отрыжка и bloating and belching, газы, отрыжка and bloating and suffocation. And suffocation. И одышка, если. То есть отрыжка, одышка и газы, тогда карбовегетабилис хорошо поможет. And with this suffocation, slowly the body temperature will be lower than normal. И при этой одышке вы заметите еще, что у него постепенно понижается температура от нормальной. So always this suffocation and craving for air, these are most indicative symptoms of carbovegetables. Потому что вот эта вот одышка и желание свежего воздуха – это наиболее яркие симптомы карбовегетабилиса. If there are motions, vomitings, and weakness, then you can try camphor, naxomica, etc. А если пищевое отравление проявляется поносом, рвотой и diarrhea, vomiting and
diarrhea, vomiting, and sinking of vital force, И слабостью, weakness. тогда больше подходят такие препараты, как камфора, нуксвомик или другие, которые показаны в таких случаях. In camphor, there will be a projectile vomitings. При камфоре мы увидим фонтанирующую рвоту. Projectile means if he vomits, it does not come straight, but it goes some distance. То есть это значит, что когда человек рвет, его рвет там не около него рвота образуется, а какое-то расстояние она улетает. То есть она вылетает таким фонтаном и летит на какое-то расстояние. After every vomiting or after every motion, the patient becomes more and more weak. И у камфора такое свойство, что после каждого похода в туалет, каждой рвоты, он прямо очевидно становится слабее и слабее. Here also the body becomes cold. И здесь тоже тело холодеет. So if there are only vomitings and sinking sensation in chest, И если есть вот эта рвота и ощущение такого, вакуума в груди, который наступает. and this nausea is more. Nausea is very too much than vomitings. There is one vomiting and this vomiting sensation is too much. На первом месте стоит тошнота, потому что вот эта тошнота, она гораздо сильнее, чем рвота даже. То есть ощущение, что сейчас вырвет, больше, чем сама рвота. Then you have to give ipecac. Тогда нужно давать ипикокуану. And if there is pain in abdomen with diarrhea, А если боли в животе и диарея, and the sensation will not go at all. и which sensation? The sensation to pass the stool, it does not go, because after every stool he is still having this sensation to again pass the stool. И позывы на дефекацию не исчезают даже после стула, они постоянно продолжаются. Then you have to administer naxvomica. Тогда нужно дать ноксвомику. So unaffective urge, yeah? Yeah. And if he goes to stool, it may be sometimes very watery and sometimes very hard stool, like that. It alternates. Да, я уточнила. То есть неэффективные позывы на дефекацию характерны для ноксвомики. И также, выходить там может то вода, то более твердый стул, то совсем мало. То есть вот так. And if the diarrhea is watery, profuse, offensive, prostrating, А если диарея водянистая, очень обильная и приводящая к прострации, then you have to administer podophyllum. тогда вы должны дать подофилум. And sometimes in children, in infants, after taking milk, they will vomit. Бывает, что у детей, когда они пьют молоко, их после этого рвет. The vomiting will be like curd. Рвет, такой вот, как бы, как йогуртом. After every vomiting, they will become more and more weak and they sleep for much time. И после каждой рвоты, если они слабеют и часто засыпают, и долго спят. And they wake up with hungry and they drink milk and this cycle repeats. И они просыпаются голодными, пьют молоко, и опять у них происходит вот эта рвота такой вот творожком, творожистой массой. Then you have to administer remedy called ethuza. Тогда им хорошо поможет препарат, который называется этуза. Ethuza synapium. Этуза? Synapium. Синепия.
So in these food poisonings, the striking remedies are Naxomica, camphor. Ну, то есть при пищевых отравлениях самые распространенные препараты это нуксвомика, камфора, Veratrum album, вератрум альбум, and also this podophyllum. также подофилум. And this carboveg also is indicated in septic conditions. Карбовегетабелис также можно применять при сепсисах, при септических состояниях. There will be some infection and it spreads into the blood flow. То есть, если какая-то инфекция начинает распространяться через кровяной ток, then these conditions will follow because consciousness will be feeble. He becomes feeble. There is difficulty to take air and this air hunger. у него развивается как раз такое состояние карбовегетабелис, когда он очень слаб, поверхностное дыхание, желание воздуха. And also in these conditions, if there is intense fever in septic conditions, И также септические состояния характеризуются очень сильной лихорадкой. then you have to think of pyrogen. И в таких случаях мы должны думать про пироген. In pyrogenum, there is a peculiar symptom. У пирогена есть особый симптом. The ratio between the pulse and the temperature is not suitable because if there is a high temperature, there will be temperature of 104, 105 like that, 104 degrees Fahrenheit. And if you see the pulse, it is like just only 80, 85 like that. И для пирогена характерен особый симптом необычный. Это несоответствие пульса высокой температуре, потому что при высокой температуре выше 39 градусов, там под 40, у нас обычно пульс очень быстро становится, а здесь пульс будет там не больше 80-85. Because generally in high temperatures, if you see the pulse, it is faster and the pulse will be more like 100 or 100 and above. Потому что обычно при высокой температуре наш пульс поднимается до 100, до 110, до 120 ударов, а здесь будет низкий относительно температуры. That is in the carboveg. Mostly, if there is suffocation and this hair hunger, then the remedy mostly will be carboveg only. Ну и вообще вот состояние сепсиса, оно обычно сопровождается вот этой вот нехваткой воздуха, желанием свежего воздуха, ну и обычно это указывает на карбовегетабелис. Also, you have to remember the arsenic album in septic conditions. Также при септических состояниях нам следует помнить и об арсеникуме альбуме. In arsenic album, there will be restlessness, thirst. У арсена характерными качествами являются беспокойство, жажда. Generally, these septic fevers, when they are not checked properly, they turn into typhoid fevers. Обычно, если септические лихорадки должным образом не отслеживаются и не лечатся, тогда они превращаются в тифоидную лихорадку. So we have to observe whether if there is any internal bleeding during these septic conditions. И во время этих состояний септических мы должны следить за тем, чтобы не образовалось какого-нибудь внутреннего кровотечения. Because generally we overlook
and there will be some loss of blood internally. Потому что его легко проглядеть, и тогда будет внутреннее, через внутреннее кровотечение будет потеря крови. During these septic conditions, this is generally there will be blood in stool. При септических состояниях тогда может быть вот эта кровь в стуле. It is not like blood, but it will be like brownish, blackish excretion. Ну, и она не выглядит как кровь, она выглядит как такие более темно-коричневые или черные включения в стул. Because there is internal bleeding and for some time it is inside only, then it turns its colors to brownish, coffee ground color or black color, like that. The blood will appear like black. Свернувшаяся кровь, она не выглядит красной, как кровь, она более темного цвета. Вот эти вот кровяные сгустки, они становятся в конце концов темно-коричневыми или черными. Such conditions you have to also remember the remedies like leptendra. И если такое присутствует, то нам нужно помнить про препарат, который называется лептендра. In such conditions, if the septic conditions, if any symptom like carboveg or pyrogenum or arsenic album, if it is indicated, you have to administer it not less than 1000 ch. И в таких септических состояниях, если показан карбовегеталис или пироген или арсеникум альбум, тогда мы в таком серьезном состоянии назначаем уже разведение не меньше 1000. And sometimes after delivery, the placenta will remain in the womb and there will be fever. И еще бывают случаи, когда после родов плацента не полностью выходит из матки, и тогда начинается состояние с температурой. In such conditions, you observe the symptoms, and if carboveg or pyrogenum are indicated, when you give it, then the body itself will expel this placenta out. There is no need of taking it mechanically. Если как следствие развивается септическое состояние и показан карповегетабилис или пироген, тогда, если мы даем их вот в таком высоком разведении, то тело само справляется с тем, чтобы исторгнуть из себя этот, не вышедший кусок плаценты. То есть не нужно будет никакой чистки. In such conditions, 200 potency is most prompt. Ой, извините, не 1000 даем. В таких состояниях 200 даем. Она более подходящая для такого состояния. So in cases of typhoid, if we give some indicated remedy and it is not getting well, А в случаях тифозной лихорадки, если мы даем какой-то препарат и он не срабатывает, then you have to remember baptitia. тогда нужно вспомнить про баптицию. Because if you give baptitia one dose, then it will bring all the condition into control. Then you can give your indicated remedy later. Потому что если мы в такой момент дадим баптицию, то она приведет организм в боеспособное состояние, тогда можно дать уже тот препарат, который показан. Also, in baptitia also there is delirium. Do you remember? В баптиции тоже есть делирий, в смысле бред. Вы помните какой? And he feels as if all the body parts are falling separately in the bed, and he want to gather all the parts. Пациент баптиции чувствует, что у него во время бреда у него такие мысли, что у него все тело раскидано частями по всему пространству, то есть тело разделилось на части и раскидано. He want to gather the legs, the hands, head, and he always sees like this. Он постоянно пытается собрать воедино снова свое тело, ищет свои руки, ноги там и пытается их снова вместе собрать. Do you remember we have discussed these deliriums? In delirium of sepia,
Помните, мы разговаривали про бред, характерное качество in delirium of Apis mellifica, бреда. delirium of Apis. Вы помните, чем характеризуется бред у Сепии, у Аписа? He will make sounds like birds. Like Birds. barking. Bird. Barking. Bird. No, bird. Bird. Yes. Yeah. У Аписа во время бреда он издает птичьи звуки. In sepia, in delirium, he will be always moaning loudly. Moaning. Yeah. He will Сепия все always. время стонет. Очень громко стонет. And he always says to go off, everybody, don't remain here. He always saying like that in sepia. Sepia wants to go everywhere. No, sepia wants to be alone. Sepia wants to be alone always. Sepia хочет быть в одиночестве. In bryonia, in delirium, Yesterday, he always wants to go home. Yeah. Even though he is at home. Мы вчера говорили про брионию, что она во время бреда, она все время просится домой, даже если она дома находится. Yeah, even though he is at home in his bed, when he gets little conscious, then he moans that, oh, I want to go home. Whatever you ask, he says, I want to go home. И даже если она лежит в своей собственной постели, в своей комнате, если она впадает в бред, она начинает говорить, что я хочу домой, возьмите меня домой. Once there was a case of this septic fever. Однажды был случай лихорадки. Sorry. So this is after there was a little fever. They came to him and he has given some medicine. У человека была небольшая температура, ему дали какой-то препарат. And then they shifted to allopathy because the fever does not come down. First they start with homeopathy, yeah? Yeah, the first day came to Bujji and he has given some medicine. And then they shifted to allopathy because 2 days the fever does not come down. Они пришли, оказывается, к Будже, и он дал какую-то гомеопатию, но потом, когда в течение 2 дней лихорадка не прекратилась, они перешли на аллопатию. Then with this paracetamol, the fever was coming to normal for 1 or 2 hours and again raising. И тогда у него стала спускаться температура до нормальной на 1-2 часа, и потом снова подниматься. And next time the fever is gradually increasing because now подъем был все больше и больше. First it was 100 degrees Fahrenheit. When they have given paracetamol dose, it was better for 6 hours. Then when the fever rises, it is coming to 101 degrees, like that. Ну, то есть, если вначале там была 38 с чем-то, допустим, то потом давали ему вот антибиотик, на несколько часов спускалась температура, потом она поднималась до более высокой температуры. Then after 3 days they came back again. И через 3 дня они вернулись к Будже. They said that fever was 108 degrees Fahrenheit. Yeah, we are using Celsius, so okay, I invent something. Она-то говорит все в фаренгейтах, а я не знаю эту корреляцию. Потом через 3 дня лечения аллопатии они вернулись с какой-то очень высокой температурой, 108 по фаренгейту. Если вначале было 100, а потом стало 108, это, наверное, наши все 40. The patient was very feeble and only lying in bed. И
И этот пациент уже был очень слаб, он только лежать мог. When he observed the pulse, it was not so much bouncing. И пульс не был слишком таким вот явственным. But it is like about 85, 90 like that. The pulse, И он не pulse был rate. настолько быстрым, насколько он бывает быстрым при такой высокой температуре. То есть он был там где-то порядка 85-90 максимум. And then no other, because he cannot gather other symptoms, because she was under allopathic medication, all the symptoms were suppressed. И Буджи не мог никакие другие симптомы обнаружить, потому что понятно, что после подавления аллопатии все симптомы маскируются, и никто уже не знает, после того, как человек принял антибиотики, никто уже не знает, какие у него симптомы, потому что все подавлено. Then he have administered pyrogenum 10,000 CH. И тогда Буджи дал пироген 10 тысяч. Next day, the parents came and they said no improvement at all. И на следующий день его родители этого пациента пришли и сказали, что вообще никакого улучшения нет. The temperature is still 108 degrees, 108 degrees Fahrenheit. Температура остается все такой же, 40. And then Bujji, he waited for one more day. И тогда Буджи подождал еще один день. And then after 2 days, the temperature has 1 degree fall. It has become 107 degrees Fahrenheit. И за это время температура немножко упала на полградуса. Then he still waited. The next day there was another degree down. И он еще немножко подождал, и на следующий день она еще на полградуса упала. And the third day there was diarrhea. И на третий день развилась диарея. Very offensive, stinking and corrosive stool. Очень такой разъедающий и очень дурно пахнущий стул. But he kept only on tissue salts. Но Буджи продолжал вести пациента только на шуслеровских солях. And the temperature came to 100 degrees Fahrenheit. И температура упала уже до такой субфебрильной. So this diarrhea continued for 2 days. И диарея продолжалась 2 дня. No other medicine for diarrhea. He has waited. И Буджи не давал никаких других медикаментов от диареи, ничего не давал, он просто продолжал ждать. Then after 1 week, the temperature was down to 99 degrees Fahrenheit. Is this normal? No, not 98 is normal. 99 degrees. It means she patient becoming better and better. Yeah. И через неделю у него температура уже была близка к норме, но она была еще повышенная, но уже совсем чуть-чуть. Then after 10 days, the temperature was normal. Через 10 дней температура нормализовалась. Then she developed unbearable headache. Но у нее начались невыносимые боли головные. Then he has given Bryonia 200 wonders. И на эти боли Буджи дал Брионию 200. Then after Bryonia, she got her appetite back and she had her vitality and her weakness gone down. All the body pains, everything come to a normal state. И вот после Брионии уже у нее все нормализовалось, головная боль прошла, вернулся аппетит, и, в общем, все вернулось к нормальному состоянию. So, the art of waiting, the waiting in homeopathic treatment is also an art, because in such conditions, it is not easy to wait without giving a remedy. И искусство ожидания в гомеопатии – это прямо отдельное, действительно большое искусство по
То есть вот смотреть на такое состояние и не давать новый препарат, понимать, что предыдущая работа, и ждать – это очень-очень большое искусство. I know. Because the condition appears to be alarming, and we have to observe whether the patient is becoming better or not. That we have to observe. We have to decide. Да, и я просто сказала, что я знаю, что это сказано. Мне оно пока еще не постижимо. Он говорит, что нужно уметь наблюдать за пациентом и понимать, лучше ли ему, не симптомам, а ему. Вот это настоящее искусство. Because in such brain fevers, if they indicate belladonna, if we administer it, then there will be aggravation in the beginning. Then we have to observe, is it dangerous or it is not dangerous? Then we have to wait. Например, при мозговых лихорадках, при менингитах мы назначаем, допустим, белладону, да, и после белладоны чаще всего бывает ухудшение. И мы должны понимать, это ухудшение, которое дала белладона, или это ухудшение состояния пациента. Нам нужно уметь разбираться в этом и очень внимательно отслеживать. Because one little boy brought to my house. Однажды в мой дом привели маленького мальчика. And he has intense fever, 104 degrees. И у него очень была высокая температура, там порядка 39. There was radiating heat. И у него была вот такая вот распространяющаяся, ну, в смысле, от него жар, он пылал жаром. От него прямо на расстоянии можно было почувствовать, как у него он пылает жаром. If we put our hand nearer to him, it is also too much hot. Даже если не класть руку на его голову, а просто поднести, рука могла чувствовать, какой от него идет жар. And he was screaming with headache. И он плакал от того, что у него голова болела очень сильно. And then Buji Master gave belladonna, 1 1 dose. И мастер дал белладону 1 одну дозу. And then the temperature raised to 105 degrees within 3 hours. И в течение первых 3 часов температура поднялась. Then I was observing, and I became little nervous because the temperature was raising. И я наблюдал за этим ребенком и стал нервничать, потому что температура росла. And I could not see because if some symptom will come down, then we will be confident enough that okay, this remedy is working. But all the symptoms are like that. The fever raised 1 more degree. Then I became little nervous. И если бы хоть какой-то симптом указывал на то, что все-таки лекарство действует правильным образом, то я бы был спокойнее, но никакие симптомы не улучшились, а температура повышалась. И я стал нервничать. But he waited. Но Буджи стойко ждал. Then after 24 hours, he was completely better because the temperature was completely normal, no headache and no radiating heat, and all the symptoms came to normal in 24 hours. И за 24 часа ребенок полностью поправился. Температура пришла к норме, головная боль перестала, и, в общем, все у него было хорошо через 24 часа. That time I asked how he waited. Тогда я спросил его, как он вообще сумел это вынести и продолжал смотреть, не предпринимая ничего. And that day he told that in homeopathy, waiting is also an art. You have to learn how to wait. И тогда вот как раз Буджи сказал, что в гомеопатии ожидание – это очень важное искусство, которым нужно овладеть, и нужно научиться ждать. And he said that only 1 degree temperature was raised, but all the other symptoms are as it is. They are not increased in intensity. И он объяснил свое поведение тем, что температура поднялась всего там, на небольшое количество там пунктов, вот, а остальные все симптомы, они хуже не стали.
Because it is common in belladonna that when we administer it in fevers, there will be little raise in temperature. It's common symptom. Потому что это достаточно общий симптом, да, общее свойство белладонны. Когда мы даем белладонну, когда она показана, она, ну, при температуре. Обычно температура чуть-чуть повышается, когда мы даем белладонну. So he said you should not miss these details. И он сказал, тебе обязательно нужно запомнить эту особенность. That's why he is master. Because holding nerve in such condition is very, very difficult. И я увидел, насколько он, насколько он мастерски владеет этой профессией, потому что по себе видел, что вот сохранять спокойствие в таких условиях очень-очень трудно. Because even though we want to be stable, the surrounding people will not allow us to be stable. Потому что если даже при всем нашем желании мы хотим сохранять холодность ума, спокойствие ума, наши окружающие, они вовсе не будут этому способствовать, а как раз все наоборот. Они будут на нас давить. They give all suggestions. You better take him to hospital and then you give your remedy. It is safe. Or they will say that why should not you give paracetamol 1 dose? And then when the temperature comes down, you can experiment. And all these things they will suggest. But holding nerve at that time is mastery. Окей. Потому что окружающие будут давать наперебой советы. Один будет говорить, давай скорее его отвезем в больницу. А второй говорит, да, ну давай хотя бы немножко собьем ему температуру. Давай дадим ему парацетамол, говорит третий. И, в общем, они наперебой пытаются нас вывести из равновесия. И сохранять спокойствие и равновесие в таких условиях достаточно трудная задача. Sometimes in remedies like ignitia, hyoscyamus, we have to differentiate if the patient, because the patient exaggerates his symptoms, we have to judge if the symptoms are really aggravated or his mental state is aggravated. We have to differentiate. Также есть такие препараты, как игнация, например, или гиасцамус. И когда мы их даем, у человека поведение меняется. И нам нужно понимать, это его как бы психика еще хуже стала, или это все-таки препарат с нами шутит и дает вот такие небольшие там изменения в поведении в первое время. Because patients like platina, hyoscyamus, when they come for second prescription, and if you ask how are you, in his second visit he says, I'm not better at all. Еще потому что такие препараты, как платина, например, или гиасцамус, во время второго визита они к вам приходят, и вы их спрашиваете, ну как ваши дела, вам стало хоть чуть-чуть лучше? Они говорят, нет, вообще никаких изменений нет. Then you should not repeat the dose. You should ask him each and every point, and you should ask how you are feeling, how is your appetite, all the list which he has given, which he has presented for the first time. All you have to ask, how are you, how is this symptom, you have to elaborately ask him. И вот в такой момент вам не нужно спешить давать ему вторую дозу, решив, что первая не сработала. Вам нужно взять его первоначальный опросник и пройтись по всем пунктам, расспросить, как у тебя там сон, аппетит, стул там и прочее, короче, по всем вопросам, и чтобы он ответил по каждому вопросу. Then he says that, oh, that is little bit better, this is little bit better, but I am not better. Then you have to know that the improvement was started and you have to wait. Вот, и тогда в ответ он вам будет говорить, ну вот это чуть-чуть, конечно, лучше, вот это чуть-чуть лучше. Вот, и тогда вы должны понять, что изменения, улучшения начались, и вам нужно ждать, и нам не нужно назначать новое лекарство. Because some patients feel that if we intensify our symptoms, then the doctor will give good, powerful remedy, then we will get relieved quickly. So we have to consider all these criteria. I couldn't hear. If some patients are there, they feel that
if we give our symptoms in intensified manner, if we present our symptoms in intensified manner, then the doctor will give us strong medicine and we can get cure quickly. Господи. Потому что эти пациенты, они часто манипулируют вами. И они думают, что если я приду и скажу, что вообще все плохо, что ничего не помогает, тогда доктор наконец-то даст мне тот вот сильный препарат, который мне действительно поможет, и поможет быстро. So, Master in his lectures in Telugu, in homeopathic lectures, he had given a sentence. Master Мастер E.K. Кей в своих лекциях, которые он давал на Телугу, дал такую фразу про гомеопатию. If the patient is jumping with anxiety, the doctor should not jump with him. He should wait, observe, and give medicine. Then only he will be done. Он сказал, что если пациент подпрыгивает от беспокойства и нетерпения, то врачу не нужно прыгать вместе с ним. Ему нужно наблюдать за пациентом и давать нужный препарат. So we will discuss more conditions tomorrow. А завтра мы продолжим наши лекции.